Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. В этом видео я решила пораскрашивать новогодние иллюстрации, чтобы поднять себе новогоднее настроение и чтобы вам интереснее было смотреть это видео. Из новогодних раскрасок я нашла у себя только «Времена года» Ханны Карлсон, и здесь в зимнем разделе есть новогодние иллюстрации. И так как я хочу закончить эту раскраску, то я думаю, будет хорошей идеей пораскрашивать именно в ней. Итак, вот с этой картинки начинается зимний раздел этой книги, и многие из иллюстраций как раз подходят под новогоднюю тематику. Давайте вместе пролистаем и посмотрим, какие иллюстрации остались у меня еще не раскрашенные, поскольку очень многое у меня уже заполнено. Вот, например, такая иллюстрация с Wednesday, которую я переделала. А вот эта иллюстрация с белочкой как раз-таки подходит под новогоднюю тему, и она у меня не раскрашена. Так что, возможно, я возьму ее на раскрашивание в этом челлендже. Но она, конечно, непростая и займет достаточно много времени. Также у меня не заполнена вот эта страничка с оленем, который тоже достаточно новогодний, красивая очень картинка. Возможно, я буду раскрашивать ее. В общем, подумаю. Но она, конечно, попроще, чем тот разворот с белочкой и займет меньше времени, соответственно. Вот такая дама со свечами у меня раскрашена. Некоторые из работ раскрашены довольно давно. И вот этот вот разворот с мышками тоже не раскрашен, не заполнен. Я думаю, что, может быть, я возьму его. С другой стороны, немного страшновато, потому что это довольно сложная картинка. И здесь много мелочевки, много работы. Тоже времени займет немало. А хочется раскрасить не одну иллюстрацию, а несколько. Тем не менее, каждый Новый год я смотрю на этот разворот, думаю о том, что хорошо бы его раскрасить под Новый год, но сколько лет у меня эта книга, каждый раз я откладываю, и, может быть, настало время наконец-то взяться за него и все-таки его раскрасить. И дальше у меня все остальные странички этой раскраски уже заполнены. Вот этот котик, вот эта новогодняя иллюстрация, которую мне захотелось летом раскрашивать. И вот эти иллюстрации были раскрашены уже довольно-таки давно. И в основном, как видите, здесь я раскрашивала гуашью все практически работы. Ну и последняя это вот эта птичка, тоже вполне новогодняя. Я ее раскрашивала то ли год назад, то ли 2 года назад, уже не помню. Получается, что у меня выбор вот из этих мышек, разворот, потом иллюстрация с оленем, а также разворот с белочкой. Ну что ж, посмотрим, что я успею, но начну я, пожалуй, именно с оленя и буду раскрашивать его, поскольку это не разворот и займет у меня меньше времени. Раскрашивать я буду гуашью, и, конечно же, вы будете за этим наблюдать.
Вот такой олень у меня получился. Осталось только отмыть стол от брызг белой гуаши и готово. Ну что ж, неделя закончилась, сегодня воскресенье, и я готова подвести итоги челленджа. Всего у меня получилось раскрасить 3 иллюстрации, но учитывая, что одна из них была сложной, это очень неплохой результат. И давайте начнем, пожалуй, с самой простой. Вот такую иллюстрацию уютную я раскрасила. Вообще это была не новогодняя иллюстрация, но я добавила вот эти вот гирлянды светящиеся с лампочками сверху. И получилась вполне себе новогодняя работа. Я просто давно смотрела на эту картинку, очень хотела ее раскрасить, она лежала у меня в распечатках. Она такая уютная и милая, и это собачка спящая. Не знаю, как вам, а мне эта картинка кажется вполне себе новогодней, поскольку Новый год у нас ассоциируется с чем-то домашним, уютным, поэтому я и решила взять именно эту иллюстрацию, и раскрасила я ее вот этими карандашами Braden 24 цвета. Конечно, работа получилась достаточно простая, здесь нет каких-то сложностей, но она такая приятная и доставила мне много удовольствия. А теперь перейдем к главным работам, так скажем. Как вы уже поняли, я раскрасила все-таки оленя, а вот разворот с белкой я раскрасить не успела. Давайте еще раз покажу вам при более хорошем освещении, как выглядит вот этот олень. Мне очень нравится то, что получилось, хотя я использовала опять же свои любимые гуашевые краски. И здесь нет каких-то ноу-хау в раскрашивании, но работа такая яркая, приятная, новогодняя. Вот эти елочки в снегу и заснеженный такой олень. Мне кажется, она передает атмосферу зимы, Нового года. Так что я этой работой вполне довольна, и я надеюсь, вам понравилось наблюдать за процессом. Пишите в комментариях, как вам работа и что вы думаете. Мне особенно нравится, как здесь получилось небо. Оно такое действительно зимнее, холодное и выглядит очень даже достойно. И еще одну работу, которую я раскрасила, это вот этот разворот с мышками. Но это вот прям действительно новогодняя работа с елочкой, с игрушками, вот этими вот конфетками, новогодними сладостями. Разворот этот достаточно сложный, но я себе упростила работу тем, что не прорисовывала каждую иголочку от елки, как здесь было прорисовано, а просто раскрасила мазками такими достаточно широкими вот эти еловые веточки. И, в принципе, я считаю, что смотрится это неплохо. Но зато это сэкономило мне очень большое количество времени. Елочные игрушки я раскрашивала так, чтобы получился эффект свечения. То есть я вначале нанесла на них слой краски, а потом раскрасила контуры белой гуашью, тонкой кисточкой. Но мне кажется, получилось недостаточно контрастно, либо так на камере смотрится. Но я бы, конечно, игрушки сейчас раскрасила, наверное, по-другому. Ну ладно, то, что получилось, то получилось. Напишите, как вам эта работа. Мне же из всех этих работ 3 больше всего понравилась работа с оленем, которую я раскрашивала на камеру. Я считаю, получилось неплохо. Следующее воскресенье у нас уже 31 декабря, поэтому я не буду выкладывать видео в этот день. Понятно, что у меня не будет времени, даже если я буду что-то раскрашивать на неделе, то я это покажу уже в новом году. В связи с этим хочу вас поздравить с Новым годом наступающим, с Рождеством. Пусть у вас в новом году будет море вдохновения, все желания исполнятся, будет у вас куча новых арт-материалов и новых работ. И пусть будет много радости в новом году. Увидимся с вами уже в 2024 году. Так что до встречи через год. Пока!